Всем огромный привет! С вами Оксана, и я вот сейчас вяжу джемпер с круглой кокеткой. И смотрите, и вот такие вот красивые у меня полосочки декоративные. Я хочу вам в этом видео показать, как их вязать по кругу, а также поворотными рядами. Вот у меня есть поворотными рядами и по кругу. Знаю, что будете спрашивать, из какой пряжи я вяжу, потому что очень красиво смотрится изделие. Это вот такая вот пряжа Атрика, 100% хлопок. И номер цвета 1834. И состав сейчас 100% хлопок, 50 грамм, 130 метров. Ну и, конечно же, здесь сразу есть сайт, где можно приобрести. Также на Озоне я видела эту пряжу. Вот такая вот красивая расцветочка. И давайте, наверное, сначала покажу, как вязать по кругу, да? Вот такие вот красивые дорожки. А потом поворотными рядами. Смотрите, я дошла до того момента, когда мне надо вязать вот эту дорожку. Так, где тут у меня маркер? Довязала ряд. И начинаем вязать. Смотрите, первую петлю вот эту пропускаем, нить, смотрите, за работой. Пропустили. Следующую петлю из одной вяжем 3. Смотрите, вот провязываем, не скидываем петлю, на себя делаем накид и провязываем еще раз. Вот у нас получилось 3 петли. Пропускаем следующую петлю, нить за работой. Следующую снова из одной петли 3. Раз, два, 3. Раппорт данного узора, забыла сказать, 2 петли и 2 ряда. А вот это расстояние вы уже сами вяжете как надо. Так, далее следующую петлю пропускаем из одной 3. Раз, на себя накид, 3. Провязали, пропускаем нити за работой и вяжем. Раз, два, 3. Пропускаем нить за работой и раз, два, 3. Пропускаем нить за работой и раз, два, 3. Все, и вот так мы вяжем по всему кругу до начала ряда. Так, я заканчиваю вязать ряд, пропустила, раз, два, 3, пропустила и заканчиваю, раз, два, 3. Все, провязала. Второй ряд, как мы вяжем этого узора. Вот эту петлю, которую пропускаем, мы ее пропускаем нить перед работой. Пропустили. Следующую петлю провязываем вот эти 3 петли вместе, изнаночные. Провязала. Следующую петлю вот эту пропускаем нить перед работой, где 3 петли из одной провязываем 3 петли вместе. Следующую пропускаем нить перед работой, здесь 3 петли вместе. Пропускаем 3 петли вместе изнаночной петлей. И так вяжем до конца весь ряд. Пропускаем 3 петли вместе изнаночной, где из одной 3 вязали. Тут здесь надо поддеть все 3 петли. Пропускаем. И так вяжем до конца весь ряд. И получается вот такая вот дорожка. Так, после того, как закончить этот ряд, вот пропускаем изнаночная последняя. Я сейчас провяжу. Следующий ряд начинаем вязать лицевыми петлями. Вот лицевую гладь. Смотрите, петля, чтобы развернута была, и вяжете за правую стенку петли. Вот видите, вот она петля, вот она. И провязывайте за правую стенку петли. И все, дальше вяжите нужное количество лицевой глади, а потом вяжете дорожку из 2 рядов. Я думаю, здесь по кругу все понятно, да? Теперь давайте покажу, как провязывать. Так, все.
Вот такие вот дорожечки красивые получаются. Вот. А теперь давайте покажу, как вязать поворотными рядами. Так, вот я связала поворотными рядами и давайте покажу. Вот так красиво тоже смотрится, здорово, да? Очень красиво. Так, в поворотном вязании провязываем первый ряд точно так же, как и там. Так, первую снимаем, нить за работой. Далее из одной петли 3. Одна петля, на себя, вторая. Смотрите, здесь я вяжу вот правая стенка петли, да, я за нее вяжу. Там были петли развернуты, она вот так стояла, но я все равно за нее вязала. Здесь вот так она стоит, да. Эту петлю переснимаем нить за работой. Здесь снова из одной петли 3 накид именно на себя делаем. 3 снимаем. Здесь 1, 2 на себя, 3 снимаем следующую петлю. Здесь снова 1 на себя, 2, 3 снимаем. Ну, здесь, я думаю, понятно, да? Единственное, вот что мы просто вяжем за правую стенку петли, да? Там она просто развернутая, так как я по кругу вяжу, а здесь я просто бабушкиными петлями вяжу изнаночную, и поэтому так у меня петля развернута. Я думаю, здесь понятно, да? Довязываем ряд до конца. Из одной 3, одну петлю пропускаем. Из одной 3, одну пропускаем. И из одной петли 3. Довязала, изнаночная, кромочная. Второй ряд как мы провязываем? Как вы помните, там мы вязали изнаночный, дальше здесь лицевой. Снимаем первую петлю, вот из одной 3, да, получается, значит мы их провязываем лицевой петлей. А следующую петлю мы снимаем нить за работы. Следующая петля лицевая, вернее вот 3 петли вместе, лицевой. Следующую петлю переснимаем нить за работой. 3 петли вот из одной 3, где вязали, 3 вместе, лицевой. Следующую петлю снимаем нить за работой. 3 вместе лицевых, переснимаем нить за работой. 3 вместе лицевых, переснимаем. 3 вместе, снимаем. И так вяжем до конца ряд. Так, заканчиваем этот ряд. 3 вместе, переснимаем нить за работой, изнаночная. Все. Следующий ряд. Вот у нас получились вот эта дорожка, очень красивенькая, да? Классно получается. И все, и дальше вяжем снова лицевыми петлями. Смотрим, вот она, правая стенка петли, мы провязываем за нее лицевой. Здесь она у меня развернута. Главное за правую стенку, чтобы не было скрещенной петли. Это зависит от того, как вы провязываете еще изнаночные и лицевые петли. И вот так вяжете нужное количество лицевой глади, в зависимости от того, сколько вы хотите, чтобы между дорожками, какое вернее было расстояние. Все. И вот такие дорожечки получаются. В обратную сторону вы уже провязываете изнаночными петлями. Здесь, думаю, понятно, да? Вот я вяжу бабушкиными изнаночными петлями, поэтому у меня развернута стенка петли. Если бы я вязала классикой, сейчас я вам покажу, то стенка петли была бы перед работой. Вот если я вот так сейчас классикой провяжу, вы увидите разницу. Вот давайте сейчас довяжу классикой и вот эти петли, довяжу бабушкиными. Если вы первый раз вяжете, то должны
с этим разобраться, иначе будут скрещенные петли. Вот, смотрите, стенка петли то вот за работой, а классика перед работой. Когда следующий вот лицевыми петлями будете вязать, видите, я вяжу правая стенка петли за работой. Это я бабушкиными петлями. А вот классические петли, видите, перед работой. Лицевая петля. Правая стенка петли, вот лицевой, перед работой. Вот и вся разница, если вязать бабушкиными или классикой. Стенка петли, просто правая стенка петли разворачивается. Но это уже к узору не относится, да? Ну, просто захотела вам рассказать и показать. На всякий случай. Все, связала такие вот красивые дорожки. Надеюсь, вы тоже их примените. Понравился мой мастер-класс. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.